Здесь, как видите, вот слева и справа два столба, которые когда-то служили воротами. В этом обычном лесу под Вроцлавом спрятано место, о котором почти никто не знает. Бетонные бункеры были построены для хранения боеприпасов во время Второй мировой войны. И самое странное, что большинство жителей города, которые живут здесь буквально в 2-3 километрах, даже не подозревают, что буквально рядом, под носом, у них находятся военные склады. Сегодня посмотрим, что это за место, кто его построил и почему такие объекты вообще размещали прямо в лесах. В этом видео я постараюсь показать, где находятся эти бункеры, как они устроены, почему склады боеприпасов строили именно так и что сегодня осталось от этого военного объекта. Мы находимся на северо-востоке Вроцлава. На карте это место обозначено как магазины амуниции, склады боеприпасов. А сейчас это просто лес, но во время войны здесь располагалась очень крупная военная инфраструктура. Такие склады никогда не строили в городах, поэтому боеприпасы всегда хранили на расстоянии от жилых районов. Перед нами типичный военный склад боеприпасов во времен Второй мировой войны. Обратите внимание, толстые бетонные стены, земляная насыпь сверху, ну и узкий проход, который сейчас заложен кирпичами. Это делалось не случайно. Если внутри произойдет взрыв, земляная насыпь должна была направить взрывную волну вверх, а не в сторону. Поэтому такие склады всегда выглядят одинаково. Бетонный блок, частично закопанный в землю. И обратите внимание, что такие бункеры во время строительства, они никогда не строились близко один к другому. Здесь расстояние порядка 30 метров. Они расположены, около 30 метров. Это делалось специально. В случае, если вдруг один взрывался, то остальные не могли детонировать из-за такого большого расстояния, плюс земляной насыпи. Большинство таких складов вокруг города Вроцлава появилось во время Второй мировой войны, когда город назывался еще Бреслау по-немецки, потому что он принадлежал Германии. И немецкая армия активно строила военные склады за пределами города. Причина простая. Города были уязвимы для авиации, поэтому боеприпасы всегда хранились на окраинах города, где-то в лесах. Это, как вы понимаете, не часть, которая осталась от военных бункеров. Это уже местные принесли сюда сами. Не знаю, что-то какой-то пикник, может, устраивали. Ага, и сковородка простреленная. Скорее всего, кто-то здесь испытывал какое-то свое оружие. После 1945 года, когда город стал польским и часть военной инфраструктуры еще какое-то время использовалась армией, но постепенно такие склады потеряли значение. Боеприпасы были вывезены, а сами бункеры просто остались в лесу. Сегодня это просто обычные заброшенные бетонные конструкции. Ну и исторические памятники, которые, как видите, практически, не практически, а все обрисованы какими-то граффити местных умельцев, художников. Вот, в общей сложности здесь 4 бункера, которые ограждены лесом. Вот, посмотрите, как капитально сделана эта дорога из бетона, которой 80 лет. И этот бетон до сих пор здесь держится, хотя я так подозреваю, что здесь ездила тяжелая техника, которая привозила эти боеприпасы. И это еще выжило. Ну, я думаю, интересно будет зайти посмотреть в бункер. Сейчас мы это сделаем. К сожалению, здесь очень темно. И он когда-то горел. Здесь, видимо, был какой-то пожар. Сейчас здесь вообще сделали просто какую-то свалку. Ну, из-за того, что все горело, и ничего практически не видно, что здесь внутри находится. Остатки военной инфраструктуры, которым уже почти 80 лет. Такие объекты разбросаны по всей Европе, иногда полностью исчезают, а иногда остаются спрятанными в лесах, как здесь вот под Вроцлавом.
И если не знать историю, можно просто пройти мимо и даже не заметить. Потому что на самом деле построены таким способом, что просто даже идя по дорожке мимо этого объекта, сейчас весна, все только расцветает еще, сейчас можно лучше заметить. А когда летом все зеленое, практически невозможно этого увидеть. И интересно то, что вокруг Вроцлава подобных военных объектов намного больше, чем кажется. И многие из них до сих пор стоят в лесах. И если вам интересны такие места и скрытая история Польши, подписывайтесь на канал. Будем находить и показывать еще такие локации. К сожалению, я приехал сюда неподготовленным и без фонарика. Но это была незапланированная такая поездка. Давайте, может, заберемся наверх этого бункера. Посмотрим, как это выглядит сверху. Высота у него, метров 8, может быть. То есть сверху, если посмотреть, когда это все будет зеленое, практически не видно. А с воздуха так и тем более. Вот мы находимся на краю. И вот внизу. Как будто бы это вид сверху, с самолета. И ничего не видно. Так что, как бы там ни было, но нужно отдать должное немцам. Они умели строить такие объекты, чтобы, видимо, они очень сильно готовились к войне. И заранее приготовили такие объекты. Если есть кто-то, кто живет во Вроцлаве и не знал этого места, то я оставлю координаты под видео в описании или в комментарии.